Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые подписчики и гости моего канала. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Здесь вы услышите сказки и истории, которых вы никогда не слышали. Усаживайтесь поудобней, а я расскажу вам историю, которая называется «Спасение из плена», глава 3. Дедушка, раскачиваясь на кресле-качалке, начал свой рассказ. Давным-давно, много тысяч лет назад, все люди были добрыми и жили с животными как братья. На земле процветало добро, а зло было запечатано в небесной клетке навечно. Оно томилось в ней и хотело вырваться на свободу, но не могло. Не родился еще тот, кто его выпустит. И вот в одной семье у людей родился мальчик. Он рос нормальным ребенком, был такой же ласковый и добрый, как и все остальные. Но когда он подрос, с ним случилась беда. Этот мальчик сидел на берегу реки и разглядывал небо. Он мечтал о том, чтобы быть другим, отличаться от всех. Ему захотелось посмотреть, что будет, если кому-нибудь навредить. Эти ужасные мысли услышало зло и обрадовалось тому, что нашелся один человек, который думает так же, как и оно. Зло бросило на землю черные камни и произнесло: «Кому попадет хоть одна маленькая песчинка в сердце, его душа начнет каменеть, он станет жестоким и злым». И вот одна маленькая песчинка попала мальчику прямо в сердце. Он стал грустным и злым, стал часто обижать своих друзей. Однажды он шел по дорожке и увидел маленького котенка, который сидел на солнышке и грелся. Мальчик подошел к нему и со всего размаха пнул ногой котенка. Тот подлетел высоко, а потом упал на землю, сильно ударился, мяукнул от боли и убежал от этого плохого мальчика подальше. Ненависть и обида в этом ребенке росла с каждым днем. Он мечтал о плохих поступках. А зло в небесной клетке ликовало и радовалось. Оно питалось такими мыслями. С каждым днем оно росло, набирало сил и становилось все больше и больше, все сильней и сильней. А когда этот злой мальчик поймал воробушка и одним быстрым движением скрутил ему голову, зло набрало достаточно сил. Оно разорвало небесную клетку и камнем полетело на землю. Пока оно летело, то раздробилось на мелкие кусочки, и на людей обрушился град из этих камней зла. И вот в кого вошел кусочек зла, у того душа стала каменной, человек стал жестоким. С тех пор на земле стали жить разные люди. Кто-то добрый, а кто-то с каменным сердцем, злой и жестокий. Дедушка, закончив свой рассказ, встал с кресла, подошел к полке и взял маленький пузырек. «А как мы можем освободить своих друзей из плена?» – спросил панда у дедушки. «Вы должны понаблюдать за этими злодеями, и, может быть, среди них найдется хоть один с добрым сердцем. Вот он-то вам и поможет. Вот, возьмите этот эликсир», – сказал он.
Когда вы встретите среди злодеев доброго человека, отдайте эликсир и скажите: если дать его выпить ребенку, который еще не повзрослел, то его сердце смягчится и не окаменеет. Ребенок останется добрым, и у него появятся жалость и сострадание. Толстяк и Бурый обрадовались. Наконец-то нашлось решение. Они поблагодарили дедушку Белого Медведя, взяли пузырек с эликсиром и отправились в обратный путь. Когда они пришли в свой лес, то сразу отправились к дому злодеев, где в плену находились их друзья, и стали наблюдать. В этом доме жила семья из 5 человек. Самый старший злодей, его жена, старший сын, именно он был со своим отцом в лесу, его средний сын, которому было 10 лет, и его маленькая дочь, ей было всего 6 лет. Мишки сидели в засаде и наблюдали за домом. И тут они увидели, как маленькая девочка вынесла Фоксика и Добряка на улицу, села на полянку перед домом и стала с ними играть. Она была добра к ним, гладила их по спине. Девочка отвлеклась на минутку, и лисенок в этот момент вырвался из ее рук и решил убежать. Но в этот момент младший сын злодея схватил Фоксика за шерсть так сильно, лисенок даже заскулил от боли и сказал: «Куда собрался? Я еще не снял с тебя шкуру себе на шапку!» Повернулся и накричал на свою младшую сестру за то, что она не следит за ними. Предупредил ее, что если она не будет за ними следить, то он отберет их у нее и закроет зверей в клетке. Толстяк и Бурый все поняли и решили прийти сюда еще раз. Поздно вечером Панда и Мишка пробрались к дому злодеев. Они заглянули в окно и вновь увидели маленькую девочку, которая играла с Фоксиком и Добряком. Они постучали в окно. Лисенок и Зайчик увидели своих друзей и стали ласково тереться о девочку. Она все поняла, встала и впустила их в дом. Друзья обнялись. Бурый сказал девочке о том, что папу Фоксика поймал ее отец со старшим братом и хотят снять с него шкуру на шубу. Девочка сказала: «Я не позволю своему отцу так поступить. Я попрошу его, чтобы он всех отпустил». Мишка Бурый сказал ей: «У тебя ничего не получится. У твоего отца уже каменное сердце, но ты можешь помочь своему среднему брату. Его еще можно спасти. Вот, возьми этот эликсир и дай ему выпить. Тем самым ты спасешь его от каменного сердца». Девочка вдруг обрадовалась, взяла из лап Мишки пузырек и произнесла: «Я придумала! Завтра все взрослые уезжают на ярмарку. Мы с братом останемся одни дома. Вы приходите завтра и спрячьтесь неподалеку. Когда они уедут, постучите в дверь 3 раза, и я вас впущу в дом». «Хорошо, договорились», — сказал Толстяк. Толстяк и Бурый попрощались с друзьями, поблагодарили девочку и тихо убежали в лес. Их никто даже не заметил. Девочка взяла пузырек, пошла на кухню и приготовила своему брату чай. Вылила все содержимое в чашку и понесла своему среднему брату. Ее брат обрадовался, что сестра сама принесла ему попить. Выпил все до дна и лег спать. Наутро он уже проснулся другим человеком.
Когда его отец и старший брат говорили о капканах и ловушках, сердце мальчика сжималось от боли, жалости и сострадания к тем зверям, кто попадает в эти ловушки. Отец и его старший брат были безжалостны к зверям. Старший злодей, его жена и старший сын собрались, сели в повозку и уехали на ярмарку. Панда и Мишка, как и договаривались, спрятались в кустах и ждали. Когда машина выехала и скрылась из вида, они подошли и постучали в дверь 3 раза. Девочка их уже ждала. Она открыла дверь и впустила их в дом. Когда Мишки вошли в дом, они увидели, как на полу сидел зайчик-добряк и грыз морковку, а у Фоксика была перебинтована лапка. Друзья снова стали обниматься и радоваться друг другу. Именно в этот момент в комнату зашел еще один человек. Это был тот самый мальчишка, который схватил Фоксика за шею, сжал так сильно, что лисенок даже заскулил. Малыши очень испугались и спрятались за девочку. Они думали, что он опять их закроет в клетку. Но мальчик подошел к лисенку, взял его на руки и погладил его по спине, а потом отпустил его на пол. «Я сейчас приду», — сказал он и вышел на улицу. Друзья и сама девочка смотрели и не верили своим глазам. Сестренка никогда не видела своего брата таким добрым. Он никогда не гладил малышей. Он вообще никого не гладил, был всегда грубым и злым. Панда и Бурый тоже были озадачены, но все же не стали его ждать и сказали девочке: «Нам надо спешить, бежим скорее», — сказал Бурый. «Да, бежим!» — крикнул Панда. Толстяк и Бурый, Фоксик и Добряк повернулись и хотели уже убежать. Но Фоксик остановился, повернулся и подошел к девочке. Он своей мордочкой уткнулся ей в руки и потерся. Она погладила его и сказала: «Я отпускаю вас. Идите к своим родным, бегите скорей!» Звери помахали ей лапками и побежали в лес. «Стойте! Стойте!» — кто-то кричал им вслед. Мальчик вышел из дома и направился в сарай. Он зашел туда и стал открывать все клетки, в которых сидели зверушки. Среди них был папа лис. Когда все звери стали разбегаться кто куда, лис подошел к мальчику и лизнул его руку. Мальчик нагнулся, погладил его по спине и сказал: «Прости меня за то, что я был груб с тобой. Я больше никогда не буду таким злым и жестоким». Папа лис посмотрел на него ласковым взглядом и выскочил из сарая. Когда тот побежал в сторону леса, он увидел своего сына и его друзей. Он закричал: «Стойте! Стойте!» Друзья оглянулись, и Фоксик увидел своего папу. Лисенок очень обрадовался. Бурый, Толстяк и Добряк тоже обрадовались тому, что папа лис был цел и невредим. Они все вместе снова оглянулись и помахали в ту сторону, где стояла девочка со своим братом. Зверушки убежали в лес и скрылись в нем. Брат с сестрой стояли и махали вслед убегающим зверям, а из их глаз текли слезы радости. «И что мы скажем своему папе?» — спросила девочка своего брата. «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю», — ответил ей мальчик. Когда эта девочка выросла, она стала доктором и всю жизнь
лечила и спасала животных. А мальчик, когда вырос, он стал лесником и оберегал лесных зверей от браконьеров. Папа Лис и его сын Фоксик, Заяц Добряк вернулись домой целыми и невредимыми. Мишка Бурый обнял своего друга панду Толстяка и отправился в свою берлогу. А панда Толстяк вернулся в зоопарк, где его очень ждали и скучали по нему. Мои дорогие друзья, это не конец. С нашими героями мы встретимся еще раз. И это будет в следующем ролике. А с вас подписка, лайк и комментарий. Я всегда рада вам.